Церемонии прощания прошли с уроженцами из нашего района, которые погибли во время военной спецоперации на территории Украины. 23 мая состоялось прощание с 27-летним Вадимом Хакимовым, уроженцем деревни Лукулево. В 2013 году он был призван в Вооруженные силы Российской Федерации, отслужил, демобилизовался. В 2015 году заключил контракт для дальнейшего прохождения военной службы в городе Самара. Службу по контракту проходил в должности наводчика мотострелкового взвода. Он сумел сохранить себя в боевых действиях в Сирии и Таджикистане. Но Украина стала последним местом воинской службы солдата. В ходе специальной военной операции Вадим до конца проявлял высочайшее мужество и героизм. 25 мая в районном дворце культуры прошла церемония прощания и с Марселем Курманалиным из деревни Шарипкулово. В 2012 году Марселя призвали на военную службу. Через 5 лет, в 2018 году, он решил ее продолжить и заключил контракт с Министерством обороны России. На территории Украины служил в должности командира танка в Центральном военном округе. Именно здесь его жизнь трагически оборвалась. Ему было всего 28 лет. На церемониях прощания присутствовали заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирик Сагитов, глава администрации района Альфир Сабиров, родные, близкие и земляки. Глава района Альфир Сабиров заявил, что память о погибших героях будет увековечена. За проявленное мужество наши земляки будут представлены государственной награде посмертно. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших солдат с честью и достоинством, выполнившим свой долг перед Отечеством.